Друзья, всем большой привет! Я рада вас видеть на своем канале. Данное видео дается мне не совсем легко, потому что оно отличается от привычного формата «Говорящие руки», и я решила записать это видео в непосредственном общении с вами, то есть лицо к лицу. Долгое время я вела для вас свой канал, я надеюсь, что он вам полезен, и я могу это видеть по тому, что количество просмотров не уменьшается, и количество подписчиков только растет. Заранее прошу прощения за свой антураж, потому что к видео я не готовилась, видео возникло спонтанно, идея записать данное видео. Но если вам понравится такой формат, то вы, пожалуйста, поддержите меня своим лайком или комментарием, и я думаю, что все последующие форматы мы будем с вами уже в таком виде обозревать. Итак, за то время, что я не выкладывала новые видео, количество подписчиков растет, выросло, уже вас больше 4000 зрителей, за что вам огромное спасибо, я очень вам благодарна, хотя и не думала, что кто-то будет смотреть, пока не выкладываются новые видео. Но здесь я решила, что несправедливо забывать про канал, раз вы смотрите, значит вам это действительно полезно, и с этого года я возобновляю ведение канала, в таком формате. В таком, если вам, конечно, он понравится. Сильно волнуюсь, потому что формат для меня непривычный. Я не публичное лицо, и так снять видеоматериал на камеру для меня оказалось делом не совсем простым. Итак, давайте знакомиться. Меня зовут Дарья. Я веду для вас свой канал с 2016 года. За это время я вела обзоры только на корейскую косметику, потому что эта тема была для меня интересна, я очень сильно увлекалась этой косметикой и увлекаюсь по сей день. Но за время ведения канала я поняла одну вещь, что не для всех моих зрителей, не для всех моих подписчиков, к сожалению, этот формат только по корейской косметике, он удобен. Потому что бывает, что вы задаете вопросы, где купить то или иное средство, и не могу ли я вам помочь с его приобретением. Исходя из этого, я поняла, что не в каждом, к сожалению, городе, не в каждом регионе представлена корейская косметика, а там, где ее нет, не у каждого есть возможность заказать средство онлайн и попробовать его протестировать. Несмотря на те видео, которые я снимаю для вас, не каждый отважится заказать какое-то средство полноразмерку, не потестировав предварительно это все лично в каком-то магазине. И поэтому я решила немножечко переформатировать свой видеоблог и посвятить его обзорам не только корейской косметики, но и также европейской и прочих стран и брендов. В связи с этим мне нужна будет небольшая реорганизация, небольшая модерация и смена названия канала. Поэтому я хочу в ближайшее время снять видео и запустить небольшой конкурс на лучшее название канала. Сейчас я определяюсь с призами, которые я смогу подарить вам за лучшее название моему каналу. А вы пока потихонечку можете придумывать, какое же название будет смотреться более гармонично. Хотелось бы, чтобы это было связано с красотой, потому что канал посвящен косметике, но не сильно заумный, потому что прямо таким бьюти-блогером я становиться не собираюсь. Вообще, если говорить о моих предпочтениях, меня больше привлекает уходовая косметика, чем декоративная. Да, я и краситься толком не умею, если честно. Поэтому таким прям бьюти-блогером я себя не считаю, наверное, считать никогда не буду. Но почему меня больше привлекает уходовая косметика? Я считаю, что несмотря на самую крутую брендовую косметику, наложенную самым лучшим визажистом, толку от нее не будет, если ваша кожа предварительно не ухожена, если она нездорова, если она плохо выглядит. Поэтому изначально весь акцент мы будем делать на уход. Разбирать уходовые средства, о декоративке, конечно, тоже будем разговаривать. Сегодня я вам покажу посылочки, которые пришли ко мне за последние несколько недель. Я их специально хранила, чтобы снять это видео и показать вам. Посылки я заказываю с eBay.
Если вам интересно, я могу оставлять ссылки на продавцов, у которых я беру. Кстати, вот по eBay тоже есть несколько подводных камней, потому что даже вот эти посылки, которые я заказываю, они все, несколько посылок, не все, приходили ко мне на второй или даже третий раз. То есть иногда бывает, что продавец отменяет посылки, или они теряются. Вот что это такое, как с этим бороться и как действовать в этом случае, я могу вам все рассказать, если вам интересно. Пишите ваши комментарии, и я расскажу вам про заказы на сайте eBay, для тех, кто не знает. Девчонки, еще у меня к вам есть несколько вопросов. Первый, смотрите ли вы каких-нибудь бьюти-блогеров, какие вам нравятся, и напишите, пожалуйста, в комментариях тех, кого вы считаете, что нужно смотреть. Я немножечко хочу подсмотреть, поучиться, как это все делается, потому что формат ведения для меня новый. А еще хочу спросить, заказывали ли вы косметику на сайте Wildberries? Если заказывали, то напишите, пожалуйста, ваш опыт использования. Хочу себе несколько штучек там заказать, но не знаю, насколько это безопасно и как это вообще все работает. Ну а сейчас давайте я вам покажу то, что пришло, и мы с вами сделаем такую совместную распаковку. Итак, я немножко переместила объектив камеры для того, чтобы вы могли видеть, что сейчас творится передо мной. И давайте же начнем открывать. Я хочу начать такую спонтанную распаковку с вот такой коробки. Она пришла немножко пострадавшая. Вот так приходят коробки. Посмотрите, в каком виде она пришла. И я очень надеюсь, что с ней ничего плохого не случилось. То есть не с ней, а с содержимым. Итак, что у нас здесь? Это Сувасу. Такой вот наборчик. Bloomstay Vitalizing Kit. Что у нас здесь есть? Здесь вот такие средства. Я их заказала специально к весне, чтобы, немножко, во-первых, изменить свой уход на более легкий, сместить его в сторону акцентов увлажнения. Вот, и мне кажется, что этот комплект, он будет как нельзя кстати. Вот, поэтому я с сегодняшнего дня уже начну его тестировать, и вам в скором времени смогу про него рассказать. Средства небольшие, например, увлажняющая вода 15 мл. Такие небольшие упаковочки. Но чем хороши вот такие наборы, они позволяют протестировать средства. Изначально, конечно, они предназначены для того, чтобы брать с собой в путешествие, да, миниатюры ваших средств. Но также они позволяют протестировать средства и выяснить, есть ли у вас аллергия и вообще работает это средство на вас или нет, прежде чем покупать большой объем этих средств. Вот посмотрите, какой пробник в подарок мне прислал продавец набора от Сувасу, и сколько пробников мне прислал продавец. Это что у нас? Это у нас основа под макияж от Миши. Ну да, это вот такой праймер, скрывающий поры от бренда Миша.
наконец-то я нашла то, что... Боже, что это такое? Они мне напихали каких-то обрезков. Наверное, для мягкости. Смотрите, наконец-то я нашла то, что я искала. То, что мне нужно было. Это тушь для ресниц. Не совсем аккуратно у меня получается открывать эти посылки. О, наконец-то. Ну, хоть что-то. Это бренд Сэм. Я уже рассказывала про эту тушь. Неплохая на каждый день. Поэтому заказала даже 2. Пусть будет. Так, вот что у меня пришло в подарок к туши. Вот такие 2 средства. Протестируем. Так. Что-то еще. Давайте открывать. Ого. Смотрите. О, я поняла, что это. О, смотрите, какой класс. Во-первых, я вам хочу показать пробники, которые продавец положил в подарок. Смотрите, я заказывала только вот это одно средство. Сейчас я вам покажу, что это. Это вообще самое крутое средство. Смотрите, продавец в подарок мне положил вот какое-то что-то от Миши. Сияющую основу от Миши. Потом положил Skin Food. Вот такой у меня был. Это, по-моему, тонер. Это серум. У меня был такой черный сахар серия. Также вот еще от Миши, по-моему, это база. База Sunscreen, скорее всего, 50+. Надеюсь, это не возраст. Ну да, SPF 50, посмотрите. Также еще положил пенку от Innisfree. И, крем от Iope. А еще, смотрите, он положил вот такую коробочку. Тоже от Миши, кстати, это средство я очень давно хотела попробовать. Вот так это выглядит. Вау, посмотрите. Ампула прям полноценная. Я так давно хотела ее попробовать. Огромное спасибо этому продавцу. Вот хотите, я вам прямо оставлю на него ссылку, потому что посмотрите, сколько он оставил пробников. Положил. И положил еще вот такую миниатюрку. Это, наверное, консилер. Да, это консилер от Сэм. Тоже классный, кстати, консилер. У меня такой был, я, по-моему, снимала видео на такие консилеры. Ну, вообще, большое спасибо, конечно, я очень рада. Знаете, иногда так радуешься вот этим всем посылкам, потому что знаешь, что корейцы всегда кладут подарки. И смотрите, что здесь приехало. Это база от бренда Ханюль. Сейчас покажу, как она выглядит. Ну, вообще классная. Это настолько вот бомбическое средство, что я просто сейчас, наверное, побегу снимать для вас видеообзор на это средство и сравню его с остальными. У меня есть также в пробниках вот это средство. Вот у меня 23 оттенок. Здесь есть, да? Видно. У меня есть 21 оттенок. Также у меня есть BB-крем, тоже бренда Ханюль. И я вам очень хочу показать, чтобы вы, если вы сейчас подбираете себе тоже базу, основу под макияж, либо тональный крем, либо BB-крем, то дождитесь выхода моего видео, и есть что рассказать, простите за косноязычие, я очень переживаю. Есть что рассказать, вот это вообще круто, блин, это вообще классное средство. Так, вот еще у меня есть такой пакетик. Здесь в подарке какая-то карточка, я не знаю, как ей воспользоваться. Ну вот, здесь все написано. И
Ни одного пробника продавец не положил. Это вообще ай-яй-яй. Я вам не буду писать ссылку на этого продавца, потому что он жадный. Или, может, специально напишу, чтобы вы у него не заказывали. Только что рассказала, насколько классно заказывать средства через eBay у корейских продавцов, потому что они всегда кладут подарки. Это очень приятно. Ну вот продавец вот этого масла гидрофильного, он ничего не положил. Ну что ж, будем знать, что есть такие продавцы, которые ничего не кладут. Вот заказала себе вот такое маслице для демакияжа. Сегодня же его распакую. Так, что у нас еще осталось? Вот какая-то большая коробка. Ну, как большая. С Тестер Кореи уже не заказываю, поэтому у меня приходят вот такие вот маленькие коробочки. Я уже даже не помню, что это. А, нет, я поняла, это фиксатор макияжа. Смотрите, вот тоже очень давно хотела себе такую штуку. Боже мой. Ну, все приходит в целости и сохранности. Видите, ничего не разбито, ничего не вытекает. Это фиксатор макияжа. Так, видно, да? Для того, чтобы макияж всегда оставался с вами, не уплывал. Я думаю, что в преддверии летнего жаркого сезона это будет очень актуально. Вот. И у этого же продавца я заказала вот такое средство. Это просто бальзам для губ. Хочу протестировать, потому что вот эта вся серия, она очень мне понравилась. У меня были средства из этой серии. Вот, это просто бальзам для губ от Доктор Блэма. Серия Face Shop Доктор Блэма. Тоже вам как-нибудь расскажу. Так, что тут у нас еще? Так, остался последний пакет. Вот что там лежит. Боже мой. Упаковано все на совесть. Смотрите, как бы Почта России не обращалась с нашими посылками, все это доходит в целости и сохранности. Потому что вот корейцы, они, конечно, знают толк в упаковке. Большое им за это спасибо. Это знаете что? Это набор от Ханюль. Это я вот настолько вдохновилась качеством вот этой основы под макияж, что заказала себе даже такой наборчик уходового средства, тоже от бренда Ханюль. И мне кажется, что эти средства должны быть просто бомбическими по уходам, по качеству. Сейчас вам покажу. Вот такой огромный набор. Ну только посмотрите, ничего не положили нам в подарок. Мне ничего не положили. Тоже продавец жадина. Наверное, не буду на него ссылку оставлять. Смотрите, какой большой набор. Ну, правда, ничего не понятно. А, нет. Здесь написано, ура, здесь написано с обратной стороны, что это такое. Вот, да. Написано крем для век. В общем, честно говоря, я планировала, что этот набор я буду использовать зимой, так как заказала это еще в начале января. И думала, что где-то в феврале уже я начну пользоваться. Почему-то мне кажется, что это такое более питательная серия. Ну, ладно уж, коль пришло это все только сегодня, то начнем с какой-то из серии. Надо мне начинать.
Вы мне напишите в комментариях, пожалуйста, с чего вы хотели бы начать увидеть обзор, с какой из серии. Либо это Сулвасу, Bloomsday Vitalizing, либо это вот такой наборчик от Ханюль. Это, кстати, антивозрастная серия. А это, по-моему, просто увлажняющее. Ну, что-то я не изучала. Вот, поэтому напишите в комментариях, и я начну тестировать тот набор, который вы чаще всего упоминаете в комментариях. Ну что ж, вот такое видео у нас с вами получилось. Я понимаю, что первый блин он комом. Не претендую на супер там блогерский выпуск, супер бьюти-блогерский, но буду надеяться, что вам он понравился хоть немножко, и надеюсь, что вы поддержите меня своим лайком и каким-нибудь комментарием. Еще один маленький момент. Девчонки, многие из вас знают, что я живу на берегу озера Байкал, и вот на днях мы собираемся туда съездить, и конкретно в то место, где снимался фильм «Лед» и «Лед 2». Если вы смотрели этот фильм, и вам интересно посмотреть, собственно, что это из себя представляет, может быть, вы тоже хотите съездить на озеро Байкал, на экскурсию, и хотите уточнить для себя кое-какие моменты, связанные с этой поездкой, то напишите, пожалуйста, в комментариях, во-первых, стоит ли мне снять для вас отдельный такой лайв-блог про Байкал, и что конкретно вы хотите увидеть в этом лайв-блоге. И я, конечно, с радостью сниму для вас такое видео. Ну а на этом мое видео подошло к концу, и увидимся с вами в следующем ролике. Всем пока!